Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Я утонула. Ну, как утонула? Я зашла в море, меня сбила волна. Я наглоталась воды, запаниковала и все. Героическая смерть в отпуске. 28 лет жизни, из них 20 почти за партой. И вот итог. Пузыри на поверхности Адриатического моря. Обидно было до слез. Я ведь копила на этот отпуск 1,5 года. 1,5 года! Отказывала себе в лишней чашке кофе. Ездила на автобусе вместо такси. Носила одну и ту же куртку 3 зимы подряд. И вот, пожалуйста, отдохнула, называется. А потом я открыла глаза. Я лежала в кровати. На мне была ночная рубашка, длинная, хлопковая, с кружевом. Я никогда в жизни не носила ночную рубашку с кружевами. У меня дома были футболки с котиками. Я села. Комната была огромная. На стене зеркало, позолоченной раме. В нем была незнакомка. Темные волосы, зеленые глаза, чужое лицо. Красивое, конечно, но чужое. Я потрогала щеку. Зеркало повторило движение. Я ущипнула себя. Боль была настоящая. «Очнулась?» — сказал голос. Я взвизгнула. Над изножием кровати висела полупрозрачная женщина. Не висела в смысле стояла, а именно висела, как воздушный шарик на веревочке. Старомодное платье, очки на кончике носа и абсолютно прозрачная. Сквозь нее было видно окно. «Ты призрак?» — спросила я. «А ты дура?» — ответил призрак. «Конечно, я призрак. Агата Дюваль, к вашим услугам. А ты тоже Дюваль, Мишель, если тебе интересно. Хотя, судя по выражению лица, тебе не интересно ничего, кроме того, как ты сюда попала». «Я утонула», — сказала я. «Знаю. Вода, паника, пузыри. Очень драматично. Можешь не рассказывать. Я наблюдала». «Твоя душа мигрировала. Такое случается раз в 100 лет. Прежняя Мишель, то есть, она умерла. Тело пустовало. Сделка века. Одна утопленница получает второе тело. Один призрак получает собеседника. Все довольны?» «Я недовольна», — сказала я. «Будешь», — пообещала Агата. «Или нет, мне-то все равно, я призрак. Но, деточка, у нас проблема. Ты владелица брачного агентства «Золотая пара», лучшего в Виландии. У тебя 3 сотрудницы, 12 активных клиентов, долг за аренду и встреча с клиентом через 2 часа. Так что вставай». «Я не умею быть свахой». «А я не умею быть мертвой, однако справляюсь. Вставай и попробуй застегнуть корсет. Это, дорогая моя, будет самое сложное в твоей новой жизни». Корсет был врагом человечества. Это я заявляю официально. Я стояла посреди комнаты, одетая в нечто, что больше напоминало средневековую пытку, чем предмет одежды. Агата парила рядом. Ее прозрачный рот кривился в усмешке. В мое время женщины застегивали корсеты сами и молча. Ты бы видела мою бабку. Она ткала кружево и затягивала шнуровку одновременно, одной левой. «Твоя бабка была мазохисткой», — буркнула я. «Моя бабка была леди», — отрезала Агата. Я посмотрела в зеркало. Неплохо. Платье темно-синее, с высоким воротником и юбкой, которая мешала мне ходить, но помогала эффектно стоять. Волосы Агата приказала собрать. Я попыталась. Получилось что-то среднее между пучок и гнездо. «Ведите меня к клиентам», — сказала я, «потому что хуже уже не будет». Хуже будет, но я этого еще не знала. Инструктаж Агаты по дороге вниз был краток и безжалостен.
Агентство на первом этаже, кабинет направо. Досье клиентов в шкафу, по алфавиту. Не путай, не будь собой. Спасибо за поддержку. Пожалуйста. Я долго ждала кого-нибудь, чтобы сказать все это вслух. Ты не представляешь, как тяжело быть призраком без собеседника. Я тут почти с ума сошла, а разговаривала с мебелью. А дворецкий Себастьян думал, это скрипит паркет. Мы спустились. Агентство «Золотая пара» оказалось уютным залом с лепниной, букетами пионов на столах и гигантским портретом Агаты над камином. «Это я», — сказала Агата с ностальгией. 35 лет назад. Я тогда сосватала 14 пар за сезон. Между прочим, рекорд. Поздравляю. А мне-то что делать? Работать, деточка, работать. Дворецкий распахнул дверь кабинета. За столом сидел мужчина, пузатый, краснощекий, в пиджаке, который трещал по швам. Он смотрел на меня с надеждой. «Мадам Дюваль, я так ждал вас. Мне нужна жена, срочно. Я не привередлив». И дальше пошел поток требований. Блондинка, не выше 160, с приданым не менее 1000 золотых, чтобы играла на фортепиано и не храпела. Я кивала, Агата шептала. «Это господин Балье, торговец тканями. 3 года ищет жену. Никто не хочет за него замуж. Он, между прочим, сам храпит, как паровоз». Я записывала. Рука тряслась. Божечки, я была свахой. Но худшее, как я уже говорила, было впереди. Господин Балье ушел, оставив список требований, который подлиннее превосходил мою жизнь. Я сидела за столом, смотрела на свои записи и понимала, что понятия не имею, что с ними делать. «Агата», — сказала я, — «помогай. Кто у нас есть из блондинок с фортепиано и без храпа?» «Никто», — ответила Агата. «Блондинки есть, фортепиано есть, но храпят все, дорогая. Это человеческая природа». «Отлично. Значит, я должна сосватать человеку то, чего не существует. Добро пожаловать в профессию». Я открыла шкаф с досье. Их было штук 40. «Ладно», — сказала я, — «забудем про фортепиано. Кто у нас совместим с Балье по характеру?» «Это не метод», — нахмурилась Агата. «Метод — это представить его подходящей кандидатке и надеяться, что она не сбежит при первом взгляде». «Нет, метод — это совместимость, интересы, темперамент, жизненные цели». Агата посмотрела на меня, как на инопланетянку, что в сущности было недалеко от истины. «Ты говоришь странно», — сказала она. «Но интересно. Продолжай». Я выбрала 3 кандидаток. Не по внешности, по ответам в досье. Госпожа Корен, вдова, 42 года, любит музыку, терпеливо. Госпожа Леру, 35, тихая, склонна к компромиссам. И мадемуазель Вен, 28, веселая, с приданным, но без музыкального образования. «Балье хочет фортепиано», — напомнила Агата. «Балье хочет не быть одиноким. Фортепиано — это симптом. Я ему дам мадемуазель Вен. Она шумная, веселая и так много болтает, что он забудет про фортепиано в первый же вечер». «Это безответственно», — сказала Агата. «Это психология», — ответила я. Встречу я назначила на завтра. А потом, повинуясь какому-то внутреннему азарту, сделала еще кое-что. Я составила анкету, маленький листок с вопросами. Что для вас важнее, тишина или компания? Какой ваш главный недостаток? И последний вопрос. Вы храпите? Себастьян, увидев анкету, поднял брови так высоко, что они чуть не улетели. «Мадам, это не принято!» «Мне плевать на принято», — ответила я. «То есть я считаю, что прогресс необходим». Агата хихикнула. Себастьян вздохнул. Я заполнила первую анкету на господина Балье и спрятала ее в папку.
Уже на следующий день господин Балье встретился с мадмуазель Вен. Я сидела в углу кабинета, делала вид, что пью чай. И Агата висела рядом, комментируя каждое слово. Балье. Я ищу жену, которая играет на фортепиано. Вен хихикала. А я ищу мужа, который не считает, что жена – это музыкальный инструмент. Балье моргнул. Вен продолжала болтать. Про ее 3 попугаев, про вкус пирогов, про то, что она однажды упала с лошади прямо в лужу. Балье слушал, смеялся. Балье, я бы никогда не поверила, если бы не видела своими глазами. Он улыбался, по-доброму, а через час он подошел ко мне. «Мадам Дюваль, она чудесная. Я даже не заметил, что она не умеет играть на фортепиано». «Это переоценено», — сказала я. «Да, пожалуй», — согласился он. Когда они ушли, Агата посмотрела на меня. «Ну», — сказала она, — «может, из тебя и выйдет толк». «Конечно», — сказала я. И впервые с момента, как открыла глаза в этом мире, я улыбнулась. Первую неделю я бы охарактеризовала как интенсивный курс выживания в чужом веке под руководством мертвой женщины. Агата оказалась преподавателем из ада. Не потому, что она была злой, нет, она была вредной. А это совсем другое. Злая хочет тебе навредить, а вредная хочет помочь, но так, чтобы ты при этом страдала. «Спина прямая», — командовала Агата, пока я шла по коридору агентства. «Не горбись». «Я не горблюсь, я несу досье, их 20 штук». «Это не повод выглядеть как носильщик на вокзале». «Ты Дюваль. Дювали царят». «Дювали, может, и царят, а у меня спина отваливается». «Спина не отваливается, это корсет. Терпи». Каждый день начинался одинаково. Себастьян будил меня стуком в дверь в 7 утра. Агата материализовалась над кроватью с инструкциями, а я стонала и мечтала о кофе, которого здесь не было. Зато был завтрак, и вот тут единственный плюс. Пироги, булочки, джемы, свежий хлеб, масло, горячий шоколад. Я ела так, будто впереди была голодовка. Агата смотрела с ужасом. «Ты ешь, как грузчик». «Я ем, как человек, который 3 года завтракал энергетиком и печеньем из автомата. Дай мне насладиться». «Наслаждайся медленнее и не говори с набитым ртом. Ты же сваха, ты должна производить впечатление». «Агата, кто меня видит, кроме тебя и Себастьяна?» «Себастьян видит, и он судит. Поверь мне, дворецкие судят молча, но беспощадно». Я посмотрела на Себастьяна. Он стоял у двери с подносом, и лицо его было непроницаемо, как стена. «Себастьян, вы меня осуждаете?» «Никак нет, мадам. Я восхищаюсь вашим аппетитом». «Вот видите, беспощадно». Политическую обстановку я узнавала не от Агаты, а из газет, которые Себастьян приносил каждое утро. Газеты были здесь толстые, серьезные и пахли типографской краской. Я читала их за завтраком, и постепенно картинка складывалась. Виландия – маленькое королевство. Горы, долины, море на юге. Столица – Элден с готическими шпилями и мощенными улицами. Население скромное, но гордое. Король старый, болеет, все знают, что долго не протянет. Наследник принц Филипп, единственный сын. И вот тут начинается веселая часть. Древний закон, так называемый эдикт о наследии, который гласил, ни один холостяк не может сесть на трон Виландии. Не должен, нежелательно, а именно не может. По закону. Коронация холостяка юридически недействительна. Идиотизм? Безусловно. Но законы в этом мире писали люди, у которых чувство юмора было развито сильнее чувства справедливости. «Агата», — спросила я, — «это правда? Принц не может стать королем, если не женится?» «Правда», — ответила Агата. «Эдикт о наследии. 300 лет назад какой-то параноик король
решил, что холостой монарх– это угроза стабильности. Логика глупая, но закон есть закон. А если он просто не женится? Тогда коронация откладывается, парламент назначает регента, а регентом будет герцог Рикард, дядя принца. Дядя? Да, брат покойной королевы. Амбициозный и гадкий, как кошка, которая притворяется ручной. Он 20 лет ждет своего шанса. И вот дождался. Парламент дал принцу 3 месяца. 3 месяца или регенство переходит к Рикарду. А Рикард что, хуже принца? Рикард начнет войну с Саларией. Через год после регенства, может, через 2, но начнет. Он мечтает о Великой Виландии. А Великая Виландия, по его мнению, начинается с захвата соседей. Принц Филипп– мирный человек. Он не хочет войны. Но он не может стать королем без жены. И поэтому двор нанимает брачное агентство. Поэтому двор нанимает лучшее агентство. Нас. Нас? Я чуть не подавилась шоколадом. Агата, я всего неделю сваха. Я еще ни одной нормальной пары не свела. Ты свела Балье и Вен. Это разовый успех. Это случайность, а тут принц. Принц– это тоже клиент. Сложный, капризный, но клиент. Агата. Мишель, у тебя нет выбора. Двор обратился официально. Отказаться значит потерять агентство. Согласиться значит попробовать. Я в свое время сосватала 14 герцогов. Ты справишься с одним принцем. Наверное. Наверное? Я призрак, деточка, я не могу гарантировать, но могу подсказывать. И подсказывать я буду. Каждую минуту. Пока ты не сдашься или не победишь. Я закрыла глаза, открыла, посмотрела на газету. На первой странице портрет принца Филиппа. Серьезное лицо, темные глаза. Красивый, конечно. Но мне было не до красоты. «Когда встреча?» – спросила я. «Послезавтра», – сказала Агата. «Чудесно». Я еще не все сказала. Кандидатки уже есть. Двор составил список. 12 невест. Все дворянки. Это обязательное условие. Принц может жениться только на дворянке. А если нет? Тогда брак недействителен, и коронация тоже. Закон есть закон, дорогая. Агата, а ты уверена, что я правильный человек для всего этого? Нет, ответила Агата, но ты единственный человек. Так что вставай, пей свой шоколад и готовься. Послезавтра у тебя будет принц. Послезавтра, повторила я. Себастьян, стоявший в дверях, сказал: «Я подготовлю кабинет. Какие будут указания?» «Чистый, светлый», — сказала я, — «с цветами. И если у вас есть что-нибудь покрепче отвара шиповника, поставьте бутылку в ящик стола на всякий случай». Себастьян даже не моргнул. «Конечно». Я не поняла, то ли он шутил, то ли прежняя Мишель тоже держала спиртное в столе. Но меня и то, и другое устраивало. Послезавтра наступило быстрее, чем я ожидала. Хватило одного моргания, и вот я стою перед зеркалом в лучшем платье из гардероба покойной Мишель Дюваль. Серое с серебряной вышивкой по воротнику. Строго, элегантно и, главное, не слишком вычурно. Агата одобрила. Потом не одобрила прическу, потом не одобрила туфли и выражение лица. «Ты выглядишь, будто идешь на казнь». «Я и иду на казнь». «Ты идешь на встречу с клиентом. Принц– это клиент. Дорогой, важный, но клиент. Относись к нему как к Балье, только с короной». Балье не может уничтожить мое агентство одним росчерком пера. Принц тоже не может. Он может другим способом. «Все отлично. Улыбнись».
Я улыбнулась. Получилось, как у человека, у которого болит зуб. «Сойдет», — вздохнула Агата. «Но помни, не говори окей, не говори приветик, не говори кринж. И ради всего святого не упоминай, что ты из будущего». «Я в курсе». «Ты в курсе, но ты Мишель». А Мишель в порыве искренности может сказать что угодно. Обидно, но точно. Кабинет был готов. Себастьян превзошел себя. Свежие пионы на столе, открытые окна с видом на улицу, начищенные стулья. Я села за стол, разложила анкеты и стала ждать. Принц пришел в 2 часа дня. Себастьян открыл дверь и в кабинет вошел. Нет, не вошел. Порхнул? Нет, впорхнул — это про бабочек. Он вошел так, как входят люди, привыкшие к тому, что все вокруг замирают. Спокойно, уверенно и с легким удивлением на лице, будто он ожидал чего-то другого. Филипп был таким, как на портрете в газете, только живее. Высокий, выше меня на голову, темные волосы зачесаны назад, глаза темно-карие. И удивительно, чуть усталый взгляд, как у человека, который несет на плечах что-то тяжелое и давно. «Здравствуйте», — сказал он. И тут я сделала то, чего Агата просила не делать. Не потому что забыла, а потому что мой мозг, воспитанный 21 веком, сработал раньше. «Приветик», — сказала я. «Вы к нам по вопросу знакомства? Заполните анкетку». Агата за спиной издала звук, похожий на то, как лопается воздушный шарик. Принц моргнул. Потом улыбнулся. Невежливой придворной улыбкой, а настоящей. С морщинками у глаз, с удивлением. «Приветик», — повторил он. «Мне никто никогда так не говорил». «Привыкайте», — брякнула я, и Агата застонала. «Я Филипп», — сказал он, и не добавил принц. «Вы, должно быть, мадемуазель Дюваль?» «Просто Мишель», — ответила я. Он сел. Я подсунула ему анкету. Он взял ее, повертел, прочитал первый вопрос. «Что для вас важнее, тишина или компания?» И поднял бровь. «Вы всегда так ведете консультации?» «Нет, я всегда веду их еще хуже. Но сегодня стараюсь». Он рассмеялся. Тихо и негромко. И я вдруг поняла, что принц Филипп, наследник престола, человек, обремененный долгом, парламентом, и дядей гадиной смеется в моем кабинете над моими шутками, над анкетой с вопросом про храп. «Хорошо, Мишель», — сказал он, — «я заполню, но должен предупредить. Я не хочу жениться и не хочу брака по расчету. Но у меня нет выбора». Он сказал это просто, без трагизма. Как говорят, я не хочу ехать на автобусе, но машина сломалась. И в этой простоте мне стало его жалко. Принц, который не хочет быть принцем. Жених, который не хочет быть женихом. И против воли я подумала: бедняга. А Агата за спиной прошептала: «Не сочувствуй, не сближайся. Он клиент, только клиент». Я кивнула. Агата была права, конечно. Только вот сердце, оно не читает инструкций. Филипп заполнял анкету минут 40. Я сидела напротив, пила чай и наблюдала, как наследный принц Виландии старательно выводит ответы на мои вопросы. Агата парила над его плечом, читая вверх ногами. «Что для вас важнее, тишина или компания?» Он написал «тишина». Не ожидала. Я бы сказала, что он человек долго, а такие обычно выбирают компанию. Интересно. «Не комментируй», — шепнула я. «Я не комментирую, я анализирую». «Тише. Я призрак, меня никто не слышит, кроме тебя. А ты сейчас шепчешься с пустым местом, и принц косится». Она была права. Филипп поднял голову и посмотрел на меня с легким беспокойством. «Вы что-то сказали?» «Нет, я говорю сама с собой. Профессиональная привычка». «У свах?» «У меня. Я особенная сваха». Он не стал спорить и вернулся к анкете. Я облегченно выдохнула.
А Агата показала мне язык. Прозрачный, конечно, но исключительно выразительный. Когда он закончил, я взяла листок и прочитала. И поняла, что знаю о принце больше, чем знает его парламент. Что для вас важнее, тишина или компания? Тишина. Я вырос во дворце, где всегда есть кто-то, а я мечтаю о доме, где можно не быть принцем. Ваш главный недостаток – я слишком серьезен. Мне говорят, что я не умею отдыхать. Что вы цените в человеке больше всего? Честность и чувство юмора. Двор полон первых и лишен второго. Вы храпите? На этом он остановился, посмотрел на меня поверх анкеты и спросил. Это обязательный вопрос? Абсолютно. Это ключевой критерий совместимости. Я не храплю, сказал он, потом написал. Надеюсь. Я улыбнулась. Он не увидел, анкета закрывала мое лицо. Но Агата увидела и подняла бровь. «Не начинай», — сказала она. «Я не начинаю». «Начинаешь. Я 20 лет наблюдала, как люди влюбляются. Это начинается с улыбки над анкетой. Я знала одну девушку, которая влюбилась в жениха, читая его почерк. Он писал с наклоном влево, а она решила, что это признак чувств. Вышла замуж. Через год развелась. Он оказался левшой и изменником. «Агата, заткнись. Я предупредила». «Ну что ж», — сказала я, переходя в профессиональный режим. «Ваша анкета необычна. Вы не похожи на типичного клиента». «Я не типичный клиент». «Это я заметила. Вы не указали требования к внешности невесты. Ни одного». «Внешность не важна». «Совсем?» «Совсем. Мне нужна жена, с которой можно разговаривать, которая не будет бояться меня и которая не притворяется». «Это редкий запрос», — сказала я. «Но у нас есть кандидатки 12. Все дворянки, все...» «Все будут бояться», — перебил он. «И все будут притворяться, потому что я принц». Тишина. Агата молчала впервые за всю неделю. Даже она не знала, что сказать. «Я найду вам ту, которая не будет», — сказала я. Я не знаю, почему я это сказала. Не знаю, откуда взялась уверенность. Может, от того, что он смотрел на меня не как на сваху, а как на человека. И это было так редко, что мне было даже больно. «Спасибо», — сказал он, — «Мишель», и ушел. Себастьян закрыл за ним дверь. Агата повернулась ко мне. «Ты ему пообещала!» «Я знаю. Ты пообещала принцу найти жену, которая не будет его бояться и не будет притворяться?» «Я знаю. А если не найдешь?» «Тогда я плохая сваха. Но я и так плохая сваха, так что терять мне нечего». «Может, ты не такая дура, как я думала», — сказала Агата. От Агаты это был практически комплимент. Наверное. Досье 12 кандидаток лежали передо мной веером. Агата висела над ними, как командир над картой сражения. «Итак», — начала Агата, — «первая, Виктория, дочь герцогини Рен, 24 года. Образована, красива, прекрасно воспитана. Мать — чудовище». «Агата!» «Я не преувеличиваю. Ирен — чудовище в перчатках. Она воспитала дочь как оружие. Виктория умеет все — танцевать, вышивать, играть на фортепиано, говорит на 3 языках. Но не умеет быть собой, потому что у нее нет себя. Она проект матери». «Печально. Да, и опасно. Ирен хочет трон для дочери. Она не остановится ни перед чем». Дальше. Вторая принцесса Элоиза из Саларии. 26 лет. Политический брак. Так хочет парламент. Но Элоиза несчастна. Почему? Не знаю точно, но я видела ее на балу в прошлом году. Она стояла у окна и смотрела на конюха. Не так, как смотрят на слуг, а так, как смотрят на... Ну, ты понимаешь. Она влюблена? Возможно. Или мне померещилось. Призраки тоже ошибаются. Я записала. Элоиза проверить. Третья графиня Беатрис.
Агата предупредила, у нее 300 кошек. 300? Да. Она разводит их, как скот. Разговаривает только о них. На балах носит с собой двоих-троих. Однажды укусила графа, который наступил на ее кота. Она может и принца укусить. Не смейся, это реальный риск. Четвертая леди Маргарет. 22 года, милая, скромная, тихая. И, как выяснилось из досье, она не умеет читать. «Как не умеет?» – опешила я. «Аристократки не обязаны», – сказала Агата. «Их учат танцевать и носить корсет. Чтение для гувернанток». «Это ужасно. Таков мир, деточка. Но запомни, Маргарет хорошая девочка. Просто никому не было до нее дела». Пятая, шестая, седьмая. Я слушала и постепенно перестала различать анкеты. Герцогини, графини, маркизы. Все при параде, все с приданным. И ни одна, по описаниям Агаты, не подходила принцу, который хотел жены, с которой можно разговаривать. «Агата», — сказала я, — «он хочет честности и чувства юмора. Из 12 ни одна не...» «Ни одна», — подтвердила Агата. «Но ты должна попробовать. Двор ждет результатов». «Двор ждет свадьбу, а я...» «А ты?» Агата посмотрела на меня. «Ничего, я попробую. Начнем с Виктории завтра». Агата кивнула, но не ушла. Висела и смотрела. «Что?» — спросила я. «Ничего, просто думаю». «О чем?» «О том, что ты уже ищешь не невесту для принца. Ты ищешь повод не искать невесту для принца». «Агата, я призрак, мне можно быть бестактной». И уплыла сквозь стену, оставив меня наедине с 12 папками и неприятным чувством, что она, как всегда, права. Встречу с Викторией я организовала в саду при агентстве, на свежем воздухе. Себастьян накрыл столик под яблоней, и все выглядело так, будто мы снимаем романтическую сцену. Только оператора не было. Виктория пришла с матерью. Ну, разумеется. Герцогиня Рен была высокой, прямой и холодной, как январский сквозняк. Она смотрела на меня сверху вниз, хотя я была выше. Как? Не знаю. Может, это был аристократический навык смотреть сверху вниз на кого угодно. «Мадам Дюваль», — сказала Ирен, — «надеюсь, вы понимаете важность этой встречи?» «Абсолютно. Чаю?» «Мы не за чаем пришли». Виктория села. Она была красивой. Этого не отнять. Светлые волосы, голубые глаза, кожа как фарфор. Но лицо было пустым. Не глупым, нет, просто спокойным. Так спокойны люди, которые давно перестали иметь собственное мнение. «Виктория», — сказала я, — «расскажите о себе, что вы любите?» Ирена открыла рот, чтобы ответить за дочь. Я мягко опередила. «Виктория, не вы, герцогиня». Пауза. Ирена сжала губы. Виктория моргнула. «Я люблю музыку», — сказала она. «Играю на фортепиано». «Что играете?» «Мама выбирает программу, а я исполняю». «А что бы вы выбрали сами?» «Я не знаю», — сказала Виктория. «Мне никогда не давали выбирать». У меня сжалось сердце. Я узнала это чувство, бесконечное мне не дают. Только у меня это было в офисе, а у нее во дворце. Разные клетки, но одинаковые решетки. «Хорошо», — сказала я, — «давайте попробуем. Если вы бы могли сыграть все, что угодно, что бы вы сыграли?» Виктория задумалась и медленно, будто пробуя запрещенное, сказала: «Что-нибудь быстрое, веселое. Мама заставляет играть только сонаты, а я хочу танцевать». Ирен побледнела. Танцевать в ее устах, видимо, было ругательством. «Виктория», — сказала Ирен ледяным тоном, — «ты будешь играть сонаты для принца». «Для принца», — повторила Виктория, и в ее голосе была тоска. Потом пришел Филипп.
Он появился из-за угла сада. Себастьян провел его через боковую калитку. Принц был в сюртуке, без свиты, без охраны. Просто мужчина. Он поздоровался со мной. «Приветик, Мишель!» И подмигнул паршивец. С Ирен холодно, вежливо и с Викторией внимательно. Их разговор длился 20 минут. Виктория отвечала односложно, как робот на заводе. Говорила о музыке, но только о той, что выбрала мать. О погоде, о приданом. Ни одного личного слова. Никакой искры. Филипп слушал, кивал, улыбался вежливо. И я видела, как он умирает от скуки. Когда они ушли, Ирена первая, волоча Викторию за собой, как чемодан, Филипп повернулся ко мне. «Она прекрасная девушка», — сказал он. «Да, и совершенно пустая», — предложила я. Я хотел сказать спокойная, но пустая точнее. Простите, это жестоко. Это честно. Она не пустая, она закрытая. Мать держит ее на таком коротком поводке, что девочка разучилась быть собой. «Жаль», — сказал Филипп. И тихо. «Я понимаю, каково это». «Кто следующая кандидатка?» — спросил он. «Послезавтра. Принцесса Элоиза». «Хорошо», — сказал он и добавил. «Знаете, Мишель, вы единственный человек в этом городе, с которым я могу говорить честно». «Это потому, что я не аристократка». «Нет, это потому, что вы — это вы». Он ушел. Агата материализовалась рядом. «Потому что вы — это вы», — передразнила она. «Как глупо и опасно». «Я знаю», — сказала я. «И? И ничего. Я его сваха. Следующая, Элоиза. Поехали дальше». «Поехали», — вздохнула Агата. «Но я слежу за тобой, девочка, в оба глаза. Хотя они и прозрачные». Я усмехнулась. Мы обе знали, что поехали дальше. Это вежливый способ сказать «ты уже по уши в беде». Принцесса Элоиза из Саларии приехала в Элден на поезде. Я знала это, потому что Себастьян, поклонник точности, сообщил мне расписание до минуты. «Прибытие в 9:37, мадам. Карета от вокзала будет в 9:45. Здесь к 10». «Спасибо, Себастьян. Вы мой единственный источник достоверной информации в этом мире». «Благодарю, мадам. Я стараюсь». Агата парила у окна, нервно перебирая прозрачные пальцы. «Элоиза сложный случай», — говорила она. «Она из Саларии. Политический брак. Если принц женится на ней, Вэландия и Салария заключат союз. Парламент в восторге, двор в восторге. Все в восторге, кроме, вероятно, жениха и невесты. А Элоиза? Что она хочет? Она хочет конюха. Агата! А что? Я констатирую факт. Девушка влюблена в простолюдина. В ее мире это скандал. У нас тоже скандал, но меньший. Тут принцы хотя бы женятся на дворянках, а не на принцессах-переростках с навязчивыми матерями. Я решила действовать без подготовки, по интуиции. Элоиза вошла, и я сразу поняла, что Агата была права. Эта девушка была несчастна. Не трагически, а тихо. Она несла свое несчастье, как носит тяжелую сумку. Не жалуюсь, но спина болит. Невысокая, темноволосая, с огромными карими глазами. Одета безупречно, но как-то безжизненно, как кукла, которую нарядили чужими руками. «Принцесса», — сказала я, — «садитесь, пожалуйста, чаю». «Спасибо. Вы мадемуазель Дюваль?» «Мишель. Просто Мишель». Она села, я налила чай. Агата зависла над камином, делая страшные глаза, мол, действуй осторожно. Я и так действовала осторожно. Осторожнее, чем когда-либо в своей прошлой жизни. «Принцесса», — начала я знаю, что эта встреча формальность. Все хотят, чтобы вы вышли за принца Филиппа. Но я хочу спросить другое. Чего хотите вы?» Тишина. Элоиза смотрела в чашку. «Вы первая спросили», — сказала она. «Правда?» «Да, все говорят мне, чего я должна хотеть, но никто не спрашивает, чего хочу я».
Я не хочу выходить за принца Филиппа. Он хороший человек, но я люблю другого. Конюха? Вырвалось у меня. Элейза вздрогнула, побледнела, посмотрела на меня, и в ее глазах был ужас. «Откуда вы?» «Я сваха. Я читаю людей. И у меня есть источники». Агата за камином аплодировала. Беззвучно, но артистично. «Не бойтесь», — сказала я никому не скажу. Но скажите вы мне, он вас любит?» «Да», — прошептала Элоиза. «Его зовут Марк. Он работает на конюшне моего отца. Мы знакомы 3 года. Он научил меня скакать без седла, а мама считает это неприличным». «Неприличным скакать без седла?» «Неприличным говорить с конюхом». Я поставила чашку. Внутри меня что-то перевернулось. «Принцесса», — сказала я не буду вас сватать принцу». Элоиза подняла глаза. «Что?» «Не хотите, не буду. Но я сделаю кое-что другое. Я помогу вам». «Поможете? Как?» «Помогу вам и Марку. Как, я еще не знаю. Но я сваха. Я свожу людей с теми, кого они любят». Элоиза заплакала. Тихо, некрасиво, прижимая салфетку к лицу. Агата смотрела и молчала. Даже она, язвительная Агата, молчала. «Спасибо», — сказала Элоиза. «Спасибо, Мишель». «Не благодари. Еще ничего не сделано, но будет». Когда она ушла, Агата подлетела ко мне. «Ты сумасшедшая!» «Знаю. Ты только что пообещала помочь принцессе избежать брака с принцем, тем самым уменьшив список кандидаток на одну и тем самым приблизив себя к... К чему? К ситуации, в которой ты остаешься единственной подходящей женщиной для принца». «Это абсурд», — сказала я. «Это математика», — ответила Агата. «Я не дворянка». «Пока не дворянка». «Пока?» «Я просто говорю, призраки имеют право на гипотезы». Она уплыла сквозь потолок, а я осталась сидеть, смотреть на чай и думать. Думать о том, что математика наука точная, а гипотезы призрака не точны, но от этого не менее пугающие. Следующая встреча была, как бы это помягче сказать, пушистой. Графиня Беатрис прибыла в агентство в карете, запряженной 2 лошадьми. Из кареты вышла она, маленькая, круглая, в платье с оборками, из которого торчали 2 кота. Один на плече рыжий, другой за пазухой серый, с выражением абсолютного недовольства. «Мадемуазель Дюваль!» — воскликнула Беатрис. «Я привела Артура и Гаспара. Они хотели с вами познакомиться». «О!» — сказала я, потому что еще скажешь? «Артур рыжий, он мой любимчик, а Гаспар ворчун, но я его обожаю. У меня их 300, представляете? Все породистые, у каждого родословная длиннее, чем у меня». «Впечатляет», — сказала я. Беатрис села. Коты устроились, Артур на коленях, Гаспар на подлокотнике. «Графиня», — начала я, — «расскажите о себе, что вы любите, кроме котов?» «Кроме котов?» — Беатриса моргнула. «Ну, я люблю вышивать. Ну, котов, конечно. Люблю гулять с котами и читать книги о котах. Вы догадливы». «Графиня, а что вы ищете в муже?» «Чтобы он любил котов», — сказала Беатрис. «Это главное. Если он не любит котов, я не выйду за него замуж, даже за принца». «Даже за принца?» «Даже за короля, за императора, кого угодно. Коты на первом месте. Муж на втором или на третьем, после Артура». Артур мяукнул. Беатрис погладила его. «Понятно», — сказала я. «Принц любит котов?» — спросила Беатрис с надеждой. Я вспомнила анкету Филиппа. Ни слова о котах, зато тишина. Если 300 котов, то тишины не будет. Даже с одним Артуром не будет. Я уточню,
Уклончиво ответила я. Беатрис уехала, оставив на стуле клочок рыжей шерсти, а в воздухе стойкий запах кошачьего аромата. Себастьян проветривал комнату с лицом человека, пережившего стихийное бедствие. «Ну», — сказала Агата, — «это нет». «Конечно, нет. Хотя Артур милый. Агата, я просто говорю, милый кот». Я вздохнула. 3 кандидатки, 3 неудачи. Осталось 9. Агата, сказала я. Кто следующий? Леди Маргарет, та, что не умеет читать. Отлично. То есть нет, ну давайте. Давай, кивнула Агата. И Мишель. Что? Ты сегодня думала о принце чаще, чем о кандидатках. Я считала. Ты считала? Я призрак, мне скучно. Считать мое развлечение. Итого 7 раз за один день. Это неправда. 4 раза, когда он уходил. 2, когда Элоиза сказала «не хочу». 1 раз, когда Артур мяукнул. Я молчала, потому что она была права. 7 раз минимум. Леди Маргарет пришла одна. Без матери, без кошек, без конюха. Просто девушка, тоненькая, как тростинка. Волосы русые, заплетенные в косу, глаза большие, серые, испуганные. «Здравствуйте», — сказала она. «Я не очень умею разговаривать». «Это нормально», — ответила я. «Я тоже не очень умею, но мы попробуем». Она улыбнулась. Робко, как улыбаются люди, которые не привыкли, чтобы с ними были добры. Мы говорили полчаса. Маргарет оказалась хорошей девочкой, тихой, доброй, наблюдательной. Она не умела читать, но умела слушать. Так, как умеют люди, которым не дали голос. Она замечала вещи, которые другие пропускали. Как пахнет дождь, как улыбается незнакомец на улице. «Вы когда-нибудь хотели научиться читать?» – спросила я. «Конечно. Но кто будет меня учить? Гувернантки учат только принцесс, а я просто Маргарет». «Вы не просто. И я найду вам учителя, обещаю». Ее глаза заблестели, она кивнула и не сказала ничего. Но это ничего было громче слов. Когда Маргарет ушла, я осталась в кабинете одна. Агата улетела проверить досье, но я знала, что она дает мне пространство. Даже призраки иногда бывают тактичны. И я сидела и думала. Маргарет милая, но не то. Филиппу нужна не милая. Ему нужна живая, смешная, честная. Та, которая скажет приветик и не испугается. Та, которая похожа на меня. Я отогнала эту мысль агрессивно, как муху. «Нет», — сказала я, — «не-не-не-не-не». Себастьян заглянул в дверь. «Мадемуазель?» «Нет, Себастьян, я сама с собой разговариваю. Профессиональная привычка». «Как скажете». Он удалился. Я посмотрела на часы. 5 вечера. Солнце садилось. Я встала, накинула шаль и вышла из агентства. Мне нужен был воздух. Мне нужно было подумать. Мне нужно было просто идти. Я шла по улицам Элдена, мимо витрин, мимо пекарен, мимо фонарей, которые зажигались один за другим. Город был красивый, по-настоящему, старой каменной красотой, от которой перехватывает дыхание. Я влюблялась в него, как в людей, которых не выбирали. На мосту через реку я остановилась, оперлась на перила и смотрела вниз. «Красиво», — сказал голос за спиной. Я обернулась. Филипп стоял в 3 шагах от меня. Без сюртука, в рубашке, без охраны, без свиты. Просто мужчина на мосту. «Вы следите за мной?» «Нет, я гуляю. У меня тяжелый день. Я не могу быть принцем весь день. Иногда мне нужно просто гулять». «Понимаю. Я тоже не могу быть свахой весь день. Иногда мне нужно просто стоять на мосту и жалеть себя». Он рассмеялся, тихо, в темноту, и встал рядом. Мы молчали, смотрели на воду.
Где-то далеко играла музыка. «Как кандидатки?» — спросил он. «Ужасно», — честно ответила я. Виктория — робот. Элоиза влюблена в другого. У Беатрис 300 кошек. Маргарет милая, Но... Но не вы. «А кто я?» — спросил он. «Вы человек, который хочет тишины и честности, и вас не пугает слово «приветик». И ничего из этого нет ни у одной кандидатки?» «Пока нет, но я не сдалась». «Спасибо. Вы единственная, с кем мне не нужно притворяться». «Потому что я не боюсь вас». «Да, потому что вы не боитесь». Тишина, музыка, вода. Его рука на перилах рядом с моей. Так близко, что я чувствовала тепло. «Филипп», — сказала я ваша сваха. Я должна найти вам жену. Это моя работа, и я...» «Я знаю», — сказал он. Мы стояли, молчали, и я думала о том, что Агата считает мои мысли. 7, 8, 9, и что я уже не в состоянии остановить счет. А потом он ушел. Кивнул, сказал «до завтра, Мишель», и растворился в темноте. А я осталась на мосту, смотрела на воду и шептала. 21 век. Ты меня ничему не научил. Я стою на мосту с принцем и забываю, кто я. Точнее, помню, и именно поэтому забываю. Фонарь надо мной мигнул. Может, сквозняк, может, Агата, может, мир подмигнул. И я пошла домой, 10-й раз подумав о нем. И зная, что Агата считает. Я сказала Агате, что на мосту ничего не случилось. «Ничего», — повторила я, снимая шаль. «Ты врешь», — сказала Агата. «Я не вру, я интерпретирую». «Ты интерпретируешь с горящими щеками и глупой улыбкой. Я призрак, Мишель, но я не слепая. Что было на мосту?» Мы разговаривали. «О чем?» «О кандидатках, о работе, о нем». «Нет, Мишель». «Ну, немного, совсем чуть-чуть». «Послушай меня», — сказала Агата. «Я 20 лет наблюдала за людьми. Я видела, как начинаются трагедии. Они всегда начинаются одинаково, с чуть-чуть. Чуть-чуть подумала, чуть-чуть улыбнулась, а потом бах, сердце в огне, разум в клочья, и ты уже не сваха, а участница собственного скандала». «Агата, он клиент». «Именно». «Я знаю». «Знать и остановиться разные вещи». «Я остановлюсь». «Когда?» «Прямо сейчас». «Хорошо. Тогда давай, когда он придет завтра на встречу с леди Корнелией, ты будешь холодной, профессиональной и далекой, как Себастьян». «Себастьян недалекий. Он просто сдержанный». «Будь Себастьяном, только в платье». Я пообещала. Агата кивнула. Но мы обе знали, что мое обещание стоит ровно ничего. Но мы обе сделали вид, что верили. Это навык, которому я научилась в этом мире. Завтрашняя встреча с леди Корнелией прошла без катастроф. Корнелия, 29 лет, дочь графа, болтушка, веселушка, с привычкой хихикать над всем подряд. Она не боялась Филиппа, не притворялась и даже посмеялась над его шуткой. Правда, потом хихикала еще минут 5, и он начал поглядывать на дверь. Когда Корнелия отлучилась в дамскую комнату, Филипп повернулся ко мне. «Она милая», — сказал он. «Да», — ответила я, холодно и профессионально. «Как Себастьян». «Но...» «Но...» «Но она хихикает. Много». «Это недостаток?» «Это оглушительно». Я не улыбнулась, я не кивнула. Я смотрела на него глазами свахи, спокойными, нейтральными, как две серые кнопки. «Я запишу», — сказала я. Хихикает. Оглушительно. «Мишель, что с вами?» «Ничего. Я работаю». «Вы на меня не смотрите». «Я смотрю на анкету». «Вы держите анкету вверх ногами». «Это метод». «Какой?»
Новый, интуитивный. Филипп улыбнулся. Той самой улыбкой с морщинками. И я поняла, что быть Себастьяном у меня не получится. Ни сегодня, ни с ним. Корнелия ему не подошла. И остальные тоже. Но это я поняла позже. А в тот вечер все закончилось иначе. Филипп задержался, помог Себастьяну убрать стулья. Себастьян чуть не упал в обморок. Потом повернулся ко мне. «Мишель, можно вас проводить?» «Меня? Зачем? Я живу здесь, наверху». «Я знаю, но темнеет, и мне нужна прогулка и собеседник». «Собеседник — это я?» «А кто еще лучше?» Мы вышли. Ветер был теплый, с запахом жасмина. Мы шли медленно, никуда не торопясь. Филипп говорил о детстве, о дворце, о том, как отец учил его верховой езде, о матери, которая умерла, когда ему было 12. Я слушала. Не как сваха, как человек. «Она была веселая», — сказал он. «Пела на кухне, когда думала, что никто не видит. Отец смеялся, а потом она заболела, и стало тихо». «Филипп», — начала я. «Не надо. Не говорите, я ваша сваха, не сегодня». «Но я...» «Я знаю. Знаю все». Он стоял очень близко, ближе, чем на мосту. Намного ближе. И он поцеловал меня. Мягко, осторожно, как целуют, когда боятся, что все разобьется. И я закрыла глаза, и на 3 секунды мир перестал существовать. Не было ни агентства, ни закона, ни парламента, ни дяди-узурпатора. Только его руки на моих плечах и теплый вечер. А потом я отстранилась. «Нет», — сказала я. «Мишель». «Нет, ты женишься на другой, и я тебе в этом помогаю. Это ненормально, это провал, это...» «Это правда», — сказал он. «Правда не всегда правильно». «Кто это сказал?» «Я только что, своими словами». Он смотрел на меня, я на него. Между нами 3 шага и целая пропасть. «До завтра», — сказал он. «До завтра», — ответила я и ушла, быстро, не оглядываясь. А когда поднялась к себе, меня ждала Агата. Разумеется. «Ну?» — спросила она. «Не начинай». «Он тебя поцеловал?» «Агата!» «Я призрак, мне можно знать». «Да, поцеловал». «И что ты будешь делать?» То, что должна. Искать ему жену. Забыть про мост, про поцелуй. «Забыть?» Да, «Ты не забудешь». забуду. «Мишель, ты не забыла вкус кофе, а его в этом мире нет. Ты не умеешь забывать». Научусь. «Нет, ну попробуй, ради нас обеих. Потому что если ты не попробуешь, все закончится плохо. Для тебя, для него, для агентства». Я попробую. Агата кивнула и уплыла сквозь стену. А я легла на кровать, уткнулась в подушку и говорила: «Забыть, забыть, забыть». Не забыла. И через неделю не забыла. И через месяц. И никогда. Герцогиня Ирен была не просто наблюдательна. Она была хищная, как кошка, которая видит мышь даже за стеной. И этой мышью была я. Первый звоночек прозвенел на балу во дворце, куда меня пригласили официально как сваху принца. Себастьян помог мне одеться, а Агата инструктировала. Я вошла в зал, и мне сразу захотелось убежать обратно. Сотни людей, все в шелках и бархате, и все смотрят. Не на меня, а на всех, но так, будто каждый под лупой. «Спина прямая», — шепнула Агата за ухом. «Не горбись, ты, Дюваль». Я в панике. Дювали в панике не горбятся? Нет. Дювали в панике царят. Царствуй. Я царствовала. То есть делала вид. Ходила, кланялась, улыбалась. Филипп был в другом конце зала, в окружении советников и дам. Он не смотрел на меня, я не смотрела на него. Мы были профессионалы. Мы были Себастьяны. И тут Ирен. «Мадемуазель Дюваль», — сказала она, — «как любезно, что вы пришли».
Благодарю, герцогиня. Приглашение — честь для меня. Вы, конечно, уже познакомились со многими дамами. Как сваха принца вы должны знать всех. Я стараюсь. И как продвигается поиск? Моя Виктория, она произвела впечатление. Виктория чудесная девушка, ответила я. Но, но это не мое слово, герцогиня. Я пока изучаю варианты. Изучайте, но осторожно. Принц не игрушка, и люди вокруг него неподопытные, вы понимаете? Понимаю. Хорошо. Ирена выпрямилась. Приятного вечера. И уплыла. Агата за моей спиной присвистнула. Эта женщина опасна. Я заметила. Нет, ты не заметила. Я вижу больше. Она знает. Знает что? Про тебя и принца. Она видела, как вы смотрели друг на друга в саду, когда Виктория ушла, помнишь? Ты стояла рядом с ним. Это было видно. Все видели, и Ирена особенно. Агата, что мне делать? Ничего. Не смотреть на него, не стоять рядом, не улыбаться, быть невидимой. Ты только что учила меня быть Дюваль и царствовать. Царствовать далеко от принца, в углу. Царствуй молча. Я послушалась. Весь вечер я держалась в стороне, пила шампанское, разговаривала с пожилыми графинями о погоде. Но один раз я посмотрела на Филиппа через весь зал. Он стоял у колонны и смотрел на меня. Наши взгляды встретились на 1 секунду. Но этого было достаточно. Ирен, стоявшая рядом с ним, проследила его взгляд, увидела меня и улыбнулась. Той самой акульей улыбкой. «Все», — сказала Агата, — «она знает точно». «И что она будет делать?» «То, что умеет лучше всего. Уничтожать». Я допила шампанское. Руки тряслись не от холода, от понимания, что безоблачное небо закончилось, и идет гроза. И я первая мишень. Гроза пришла через 2 недели. 2 недели я работала. Остальные кандидатки прошли перед Филиппом как карточки в калейдоскопе. Леди Равена красивая, но глупая. Баронесса Лиана умная, но холодная. Маркиза Элен пела фальшиво и отказывалась остановиться. Каждая не то, каждая мимо. Филипп терпел, Агата комментировала. Жизнь шла. А потом пришло приглашение от герцогини Эрен. Светский ужин в честь прогресса поиска невесты. Говорилось в карточке с ядовитой вежливостью. «Не ходи», — сказала Агата. «Я должна». «Это ловушка». «Я знаю, но я должна». «Мишель, ты идешь в логово хищницы, которая хочет тебя уничтожить». «Я хожу в логово каждую неделю. Это называется работа». Ужин был во дворце Ирен. Роскошный, тяжелый, с хрустальными люстрами и серебряными тарелками. 20 гостей, все аристократы, все смотрели на меня, как на экспонат. Сваха принца, живая. Смотрите, она ест хлеб. Филипп был там, рядом с Викторией. Ирена посадила их вместе, разумеется. Я сидела напротив. Вела себя безупречно. Не смотрела на Филиппа, не разговаривала с ним, не улыбалась в его сторону. Я была Себастьяном в платье. Я была ледышкой. После ужина гости перешли в гостиную. Себастьян, который ждал меня в передней, вдруг исчез. Не буквально, он просто отошел. Его окликнул знакомый лакей. На пару секунд. И за эти секунды дверь гостиной закрылась, и я оказалась в комнате одна, с Филиппом, который тоже зашел случайно, по ошибке или нет, неважно. «Мишель», — сказал он. «Нет», — сказала я, — «здесь люди. За дверью Ирен. Я знаю». «Тогда выйди, пожалуйста». «Мишель, я не могу. Я 2 недели...» «Не можешь что?» «Не могу делать вид. Не могу сидеть рядом с Викторией и думать о тебе. Не могу...» Дверь открылась. На пороге стояла Ирен, а рядом 2 мужчин с блокнотами.
«О, — сказала Ирен, — простите, я не хотела помешать». «Вы не помешали», — ответил Филипп холодно. «Мы просто разговаривали». «Разумеется, в пустой комнате за закрытой дверью одни». Тишина. И я поняла, все, ловушка. Себастьяна отвлекли, дверь закрыли. Мужчины с блокнотами — журналисты. Завтра все будет в газетах. «Ирен», — шагнул Филипп к ней, — «если вы...» Если я что? Я ничего не делала. Дверь закрылась сама. Я беспокоюсь. Акула. Кровь в воде. Я стояла и чувствовала, как мир, мой маленький, хрупкий, новый мир трещит по швам. Утром газеты. Я их не читала. Себастьян прочитал и побледнел. «Мадам», — сказал он, — «на первой полосе». На первой полосе был заголовок: «Сваха и принц. Тайное свидание во дворце Ирен». Статья 3 колонки. С намеками, преувеличениями. Пустая комната, закрытая дверь, я и Филипп. Агата прочитала статью и сказала: «Ну вот, дошло?» «Что делать?» «Не знаю. Впервые не знаю». Я закрыла глаза, потом открыла, посмотрела на газету и поняла, что бежать нельзя. Дальше только бой. Филипп приехал через час. Верхом, один, в простом пальто, ворвался в агентство, как гроза. «Мишель!» — позвал он из прихожей. Я спустилась. «Филипп, — сказала я, — ты не должен был приезжать. После газет...» «Именно после газет. Я должен». Себастьян удалился, закрыв дверь кабинета с тихим щелчком. Мы остались одни. «Ты читал статью?» «Читал 3 раза. «И?» И я еду в парламент прямо сейчас. И я скажу им правду, «Какую?» что Ирен подстроила ловушку, что ты ни в чем не виновата, что я стою за тобой». «Филипп, нет. Если ты выступишь публично, это подтверждает, что между нами что-то есть. Газеты напишут: принц защищает сваху, значит, она его любовница, ты понимаешь?» Тогда что? Молчать, прятаться? Позволить Ирен писать что угодно? «Нет, молчать нельзя, но и кричать нельзя. Нужно что-то третье». Что? Я посмотрела на Агату, она на меня. «Пресс-конференция», — сказали мы хором. «Собрание журналистов. Официальное заявление. Ты говоришь при всех. Мадам Дюваль мой консультант, она выполняет работу. Никакого скандала нет. И я не позволю никому оскорблять человека, который мне помогает. Чисто, официально, без эмоций». Без эмоций это сложно, сказал он. «Филипп, пожалуйста, тебе нужна корона. Виландии нужен мир. Если ты сейчас из-за меня сорвешь коронацию, Рикард...» Я знаю про Рикардо. «Тогда действуй. Не как мужчина, а как принц». Хорошо. Пресс-конференция завтра во дворце. Но одно условие. «Какое?» Ты будешь рядом. Стоять рядом со мной. На глазах у всех. И я скажу то, что должен. «Что?» Что ты лучший консультант, которого я когда-либо имел. И что любой, кто попытается очернить тебя, отвечает передо мной. «Это звучит угрожающе». Это звучит как принц. Ты хотела принца? Получи. Агата под потолком хихикнула. Я сделала ей страшные глаза. «Хорошо», — сказала я. «Завтра». Он встал, подошел к двери, а потом остановился. Мишель, «Что?» я не сдаюсь. Я делаю шаг назад, но не сдаюсь. И ушел. Агата спустилась с потолка. Он не сдается, повторила она. Я слышала. И? И я нет, но я должна. Потому что если я не сдамся, он потеряет корону. А если он потеряет корону, Рикардо начнет войну. А если начнется война, то какой смысл в моих чувствах? В твоих чувствах смысла нет, но они есть, и с этим ничего не поделаешь. Спасибо, Агата. Ты очень помогла. Я не помогаю, я констатирую. Это моя работа.
Была, когда я была жива. Дворцовый зал для пресс-конференции был огромен и пах воском. Журналисты сидели рядами. 30 человек с блокнотами и карандашами. Я стояла рядом с Филиппом. Лицо каменное, сердце бешеное. Филипп говорил спокойно, четко, без эмоций, как я просила. «Мадам Дюваль, официальный консультант по поиску невесты. Она выполняет свою работу с честью и профессионализмом. То, что было опубликовано в газете «Виланский вестник», клевета. Герцогиня Ирен устроила провокацию, и я намерена разобраться с этим официально». Конференция длилась 20 минут. Филипп ответил на все вопросы спокойно, ровно, без запинки. Когда закончили, он повернулся ко мне. «Хорошо?» – спросил он. «Хорошо», – ответила я, – «спасибо». «Не благодари. Это моя обязанность. И Мишель». «Да». «Я не говорил неправду. Я сказал профессиональные отношения. Это правда. Но не вся. Вся правда больше». «Филипп, не здесь». «Я знаю. Не здесь, но когда-нибудь». Мы вышли. Журналисты смотрели вслед. Себастьян подал карету. Агата материализовалась внутри. «Ты справилась», — сказала она. Я стояла и молчала. Это не значит «справилась». Стоять и молчать, когда все горит, это и есть «справилась», поверь мне. Я 20 лет стояла и молчала, пока другие орали. Результат — лучшее агентство в стране. И призрак на втором этаже. «Призрак — это бонус», — отрезала Агата. А вечером пришла новость. Себастьян принес телеграмму на подносе. «От парламента, мадам». Я вскрыла. Ввиду публичных заявлений и возникших сомнений в беспристрастности консультанта, мадемуазель Дюваль, парламент Финляндии уведомляет, срок поиска невесты сокращен. Принцу надлежит объявить о выборе в течение 2 недель. В противном случае регенство переходит к герцогу Рикарду. Блин, 2 недели. Раньше было 3 месяца. «Ирена!» – прошептала я. «Да», – кивнула Агата. «Ирена и Рикард. Они работают вместе. Она дискредитирует тебя, он давит на парламент. И что делать? То, что ты умеешь. Работать. Быстро. Найти невесту, настоящую, за 2 недели». «За 2 недели? Из оставшихся кандидаток они все не годятся. Тогда найди ту, которая годится. Но ее нет». «Может, она есть?» — сказала Агата. «Только ты не хочешь ее видеть». «Агата, я ничего не говорила. Это только гипотеза. Но подумай». 2 дня я не спала. Буквально. Агата, которая не нуждалась во сне, не понимала проблемы. «Ложись», — говорила она. «Не могу. Думать надо». «Можно думать лежа. Можно. Но никогда в голове пожар». Я перебирала досье снова и снова. 12 кандидаток все прошли и все нет. Я составляла новые комбинации, новые вопросы. Ничего. Каждая не та. На 3-й день в 3 часа ночи Агата исчезла. Просто пропала. Я забеспокоилась. «Агата!» — позвала я. «Агата!» Тишина. Через час она появилась. Медленно, будто материализовалась из тумана. Но другая. Не язвительная, а серьезная. И в руках что-то. «Что это?» — спросила я. «Документ», — сказала Агата. «В архиве, в подвале. Я сначала не могла туда попасть, я привязана к зданию, а архив ниже уровня земли. Но я копила энергию целый год. За год 1 толчок. И я оттолкнула полку в подвале. Самую пыльную. И вот». Она протянула руку, и из пустоты выплыл лист. Старый, желтый, с печатью. Я взяла его. Руки тряслись. Грамота. Мишель Дюваль. Грамота о дворянстве, выданная прабабке нынешней Мишель, которую тоже звали Мишель, за заслуги перед короной 120 лет назад, с подписью короля
и печатью Совета пэров». «Я не понимаю», — сказала я. «Дювали дворяне», — ответила Агата. «Обедневшие, забытые, но дворяне». Я нашла это 30 лет назад, когда сама стала Дюваль. Мой муж Арман Дюваль был последним, кто знал. Когда он умер, грамота осталась в архиве. Я спрятала ее. Думала, пригодится, и вот. «Агата, это значит...» «Это значит, что ты дворянка, Мишель. По крови, по праву. И если ты восстановишь титул...» «Если я восстановлю титул, я могу выйти за принца. По эдикту о наследии он может жениться на дворянке». «Да», — сказала Агата. «Но это же... это выход. Или ловушка. Зависит от того, как посмотреть». «Агата, ты все это время знала?» «Нет. Я знала про грамоту, но не знала, что ты влюбишься в принца. Я призрак, а не ясновидящая. Я нашла грамоту 30 лет назад и забыла. А вчера вспомнила, когда поняла, что у тебя 2 недели и нет выхода. И вот». «Что нужно для восстановления титула?» — спросила я. «Одобрение Совета пэров», — ответила Агата. «Церемония представления. Ты должна доказать, что достойна». «А кто контролирует совет?» «Ирен». «Ну, конечно. Кто же еще?» «Но совет не одна, Ирен. 12 пэров. Голосование большинством. Если ты убедишь 7... 7 из 12 аристократов, которые читают Виланский вестник и верят, что я любовница принца». «Да». «Агата, это невозможно». «Мишель, ты утопленница из 21 века, которая стала свахой, пережила скандал, провела пресс-конференцию и целует принца. Невозможно, не твое слово. Ты его вычеркнула, когда выбралась из моря». Я посмотрела на нее. Она улыбалась. Призрачно, но улыбалась. «Ладно», — сказала я. «Совет пэров, церемония 2 недели. Поехали». «Поехали», — кивнула Агата. «Спасибо», — сказала я. «Не благодари. Я делаю это не для тебя, а для агентства. Ну ладно, может, немного для тебя, но совсем чуть-чуть». «Чуть-чуть? Крошечно». Мы рассмеялись. Вместе, живая и мертвая. В 3 часа ночи с грамотой о дворянстве и 2 неделями на спасение мира. Нормальный вторник, в общем. Следующие 3 дня были самыми длинными в моей жизни. В обеих жизнях. Агата составила план, подробный, с графиком по часам. «Первый день», — объявила Агата, — «этикет. Церемония представления. Ты войдешь в зал совета, преклонишь колено, произнесешь формулу. Ошибешься в одном слове, все пропало». «Формулу?» «Я, Мишель Дюваль, наследница рода Дюваль, прошу совет пэров восстановить мой титул и признать меня достойной принадлежать к сословию дворян Виландии». «Это все?» «Это только начало. После приветствия каждому пэру поименно. 12 имен, 12 титулов. Ни одной ошибки». Она заставила меня повторять имена 40 раз. Я бормотала их даже во сне. И за завтраком, и в ванной. Себастьян, слыша, как я шепчу, начал смотреть на меня с подозрением. «Второй день», — продолжала Агата, — «танец. После представления будет бал. Ты должна танцевать правильно». Мы танцевали. Агата командовала: «Шаг 2, 3, поворот. Не горбись, не смотри вниз». Себастьян, вызванный в качестве партнера, танцевал со мной с лицом мученика, но не жаловался. «Третий день», — сказала Агата, — «речь. После бала будет ужин, и ты должна произнести короткий тост. Изящный, без приветика и без кринжа». Я писала тост, 5 версий. Агата отвергла 4, 5-ю приняла с неохотой. Ирена нанесла удар за 2 дня до церемонии. Первое письмо, официальное с гербом. Совет пэров уведомляет мадемуазель Дюваль, ввиду обстоятельств публичного характера и сомнений в пригодности кандидатуры,
Церемония представления откладывается на неопределенный срок. Неопределенный, то есть никогда. 2 недели, оставшиеся до коронации, истекут, и Рикардо получит регенство. «Нет», — сказала я. «Не-не-не-не-не». «Спокойно», — сказала Агата. «Она не может отложить. Она может только предложить отложить. Голосование совета. Если 7 пэров скажут «проводим», церемония состоится. Но они скажут «нет» после газет. Не все. Не все, друзья Ирен. Граф де Лангль — честный человек. Барон Роше — старый солдат. Плевать он хотел на сплетни. Маркиза де Эрвиль — романтичная дура. Она верит в любовь. Уже 3 за. Нужно еще 4. Но как? Поговори с каждым лично. Не как сваха, как человек. Я провела 2 дня, обходя пэров. Каждого дома с визитом, с цветами и смирением. Графу де Лангля я сказала правду. Я люблю принца и хочу спасти королевство от войны. Он молчал 5 минут, потом кивнул. Барону Роше я сказала: я не аристократка по воспитанию, но по крови и по характеру посильнее иных. Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу так, что я чуть не упала. Маркизе де Эрвиль я сказала: это история о любви. Вы же любите истории о любви? Она расплакалась. 4 других дольше и сложнее. Один потребовал доказательств, что я умею вести хозяйство. Я рассказала, как спасла агентство от банкротства. Другой спросил, знаю ли я историю в Ирландии. Я рассказала, выучила наизусть по учебнику. Третий хотел, чтобы я сыграла на фортепиано. Я не умею, но я спела. Песню из своего времени. Глупую, веселую, про море. Он хлопал. 7 был самым трудным. Граф Вилар. Старый друг Ирен. Он сказал: «Мадам, я читал газеты. Вы скандальная особа». «Я нет, граф. Это газеты скандальные, я просто сваха». «Сваха, которая целует принца». «Я не целовала принца на глазах у газетчиков». «А без глаз?» «Это мое дело. И принца». Он смотрел долго, а потом ухмыльнулся. «Вы дерзкая. Это хорошо. Дерзкие выживают. Ирена тоже дерзкая, но злая, вы нет. Пожалуй, я проголосую за». «Пожалуй?» «Зависит от церемонии. Не опозорьтесь». 7 голосов. Церемония назначена. Ирен, узнав, побелела, буквально как стена. Церемония представления. Момент Икс. Я стояла перед зеркалом. Платье белое, простое, с серебряной вышивкой по подолу. Агата выбрала его. Прическу делал Себастьян. Да, дворецкий, но он, оказывается, умел. Его мать была парикмахером. «Готово», — сказал Себастьян. «Вы прекрасны, мадам». Зал совета пэров был огромен. Готические своды, витражи, каменный пол. 12 пэров сидели полукругом, в мантиях с серьезными лицами. Ирена в центре на возвышении, как королева пауков. Смотрела на меня и улыбалась, как акула. Я вошла. Спина прямая, шаг ровный. Агата висела под потолком, и я слышала ее шепот. «Не горбись, не смотри на Ирен, дыши». Я преклонила колено. Каменный пол был холодным. Я произнесла формулу, без запинки, четко, как репетировала 40 раз. Ирен подняла руку. «Прежде чем совет проголосует, я хочу задать вопросы кандидатке». «Пожалуйста, герцогиня», — сказала я. «Мадемуазель Дюваль, правда ли вы, что вы были замешаны в скандале с принцем Филиппом?» «Нет». Скандал был сфабрикован. Принц официально опроверг клевету. «А правда ли, что вы не настоящая Мишель Дюваль?» Пауза. Сердце остановилось. «Что вы имеете в виду, герцогиня?» «Вы ведете себя не так, говорите странно, не знаете элементарного этикета. Можно подумать, что вы не та, за кого себя выдаете». «Я Мишель Дюваль. Грамота подлинная. Нотариус подтвердил.
Мое поведение не критерий титула. Критерий – кровь, а кровь – Дюваль. Граф де Лангаль, тот самый честный, кашлянул. Грамота проверена, герцогиня, вопрос закрыт. Ирен отступила, но не сдалась. Она кивнула, и в зал вошли слуги с подносами, с вином, с музыкантом. «Согласно протоколу», — сказала Ирен, — «после представления бал и ужин. Совет оценит пригодность кандидатки в неформальной обстановке». Неформальная обстановка — это поле боя. Ирен приготовила козни. Агата предупредила. Она что-то задумала. Будь готова ко всему. Первое платье. Я встала из-за стола, чтобы взять бокал, и ткань треснула. Шов на спине разошелся. Ирен блеснула глазами. Случайность? Нет. Кто-то подрезал нитку ножницами. Я не растерялась. Повернулась спиной к залу, будто поправляю прическу. И быстро, ножницами Себастьяна, он сунул их мне в редикюль. Догадался святой человек. Обрезала край, превратив разрыв в вырез. Потом повернулась и гордо с прямой спиной пошла обратно. Маркиза де Эрвиль ахнула. «Какой фасон! Что-то новенькое! Это из-за границы?» Очень из-за границы», — ответила я. «Гораздо дальше, чем вы думаете». Второй был танец. Музыкант по знаку Ирен заиграл не ту музыку. Вместо медленного, быстрый, сложный, с вращениями, которого я не знала. Я не умела, но я из 21 века. Я танцевала на корпоративах, на свадьбах подруг, на кухне в пижаме. Я не знала шагов, но знала ритм. Я танцевала неправильно, свободно, без правил, вращаясь, не соблюдая па. Сначала все замерли, потом зашептались. Потом маркиза де Эрвиль встала и присоединилась. Потом барон де Роше. И через минуту ползала танцевала, как на дискотеке. Неправильно, весело, без правил. Третье – вино. Слуга случайно пролил на меня красное вино, на белое платье. Я посмотрела на пятно, на слугу, потом на зал, подняла бокал. «За совет пэров», — сказала я. «За людей, которые ценят не платье, а человека. И за тех, кто не боится пятен». Тишина. Потом граф де Лангль поднял бокал, потом Роше, потом один за другим все. Даже те, кто был против. Все подняли и все выпили. Ирен не подняла. Голосование было после ужина. 7 за, 8 за, 9 за, 11 за. 12-й Ирен. Она молчала. Все смотрели на нее. «Герцогиня», — сказал граф де Лангль, — «ваш голос». «Против», — сказала она сквозь зубы. 11 против 1. Титул восстановлен. Мадемуазель Дюваль — дворянка». Зал захлопал. Я стояла, и у меня тряслись руки. Агата с потолка сияла так ярко, что ее было видно даже при свечах. «Ты сделала это!» — шептала она. Ирен встала, лицо белое. Прошла мимо меня, не глядя. У двери остановилась. «Это не конец», — сказала она. «Я знаю», — ответила я. «Но сегодня мой день». Она ушла, зал ликовал, а я стояла в испачканном вином платье с серебряными шпильками в волосах и была дворянкой. День коронации совпал с днем свадьбы. По закону сначала брак, потом корона. Поэтому утром собор, венчание, днем тронный зал, корона, эдикт. Собор был полон, 1000 людей. Витражи горели цветными огнями, орган гремел. Я стояла у входа в белом платье. Без корсета. Да, я сказала нет. Первый королевский брак в истории Виландии без корсета. Портниха упала в обморок. Себастьян улыбнулся. Агата одобрила. «Ты Дюваль», — сказала она. «Дювали не носят корсеты.
С сегодняшнего дня это новый закон. Ты не можешь принимать законы, ты призрак. Я твой советник. Советники принимают законы, исполняют их другие. Филипп стоял у алтаря, в парадном мундире, с орденами, серьезный. Когда я вошла, он повернулся, и я увидела его лицо. Не принца, человека. С морщинками, теплыми глазами, с губами, которые шепнули беззвучно, но я прочитала. «Приветик». И я рассмеялась. Потому что приветик в устах наследного принца на коронационной свадьбе – это лучшая шутка в истории Виландии. Священник был пожилой, добрый, он говорил долго и торжественно. «Обещаете ли вы, — спросил священник, — быть верной женой, любить и беречь в радости и горе?» «Обещаю, — сказала я». Кольца, поцелуи, орган, 1000 человек встало. Потом тронный зал, корона, тяжелая, золотая, с рубинами. Филипп король, я королева-консорт. Мы сидим на троне, и я думаю, боже мой, я утонула в море, а очнулась на троне. Это самый абсурдный путь к успеху в истории человечества. Агата начала светлеть вечером. Я сидела в кабинете, в своем, в агентстве. Себастьян принес чай, за окном закат. Филипп был во дворце. Дела, указы, парламент, а я здесь с папками, анкетами и чашкой. Нормальная жизнь, почти. «Мишель», — позвала Агата. Голос был какой-то другой, потише. Я обернулась. Агата стояла посреди комнаты. Не висела, а стояла, ногами касаясь пола, и светилась. Не полупрозрачная, как обычно, а яркая, как лампа. «Агата, что с тобой?» «Я ухожу». «Куда?» «Не знаю. Туда, где призраки бывают, когда заканчивают дела. У меня закончились». «Какие дела?» «Агентство спасено, ты замужем, титул восстановлен. Все счастливы. Мое дело сделано». Я встала, чашка дрогнула в руках. «Агата, не уходи, я не готова». «Никто не готов. Я не была готова умереть, ты не была готова утонуть. Но это случилось, и мы справились». «Я не справлюсь без тебя». «Справишься. Ты Мишель, ты приветик, ты выживаешь». Она подошла, протянула руку, прозрачную, но удивительно теплую для призрака. Я взяла ее и почувствовала тепло, как руку бабушки. «Ну, наконец-то», — сказала Агата. 20 лет работы и одна утопленница из будущего, и все получилось. Ты молодец, девочка». «Агата!» «Не носи корону слишком серьезно. Она тяжелая, но ты сильнее. И смени обои в кабинете. Я 20 лет мечтала это сказать. Зеленые, с узором». «А, ты уже заказала? Хорошо, умница». «Агата, пожалуйста». «И еще, не ругай Себастьяна, он золотой». «И не говори кринж на официальных приемах. Хотя один раз можно, на годовщину». Она улыбнулась. Широко, ярко, сияя так, что комната наполнилась светом. «Я буду скучать», — сказала я. «А я нет, потому что я буду тут, не как призрак, а как память. Каждый раз, когда ты скажешь «приветик» вместо «здравствуйте», это я. Каждый раз, когда ты рассмеешься не вовремя, это я. И каждый раз, когда ты не наденешь корсет, это тоже буду я. Агата. И Мишель. Да. Не плавай в море. Ты уже утонула один раз. 2 я не переживу». Она подмигнула и растворилась. Медленно, как сахар в чае. Комната была пустая. Тихая. Только часы тикали. И закат догорал за окном. А я стояла и смотрела на то место, где она была. Потом села за стол, отпила чай. «Спасибо, Агата», — сказала я в пустоту. Тишина, но теплая, как ее рука. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига,
Поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!